Алексей Викторович, насколько известно мне, ну и не только мне, вы недавно были в Киргизии вместе с другими экспертами МГУ, РГГУ, где по инициативе ректора Российского гуманитарного университета были открыты центры русской истории в университетах уже в самой Киргизии. Вот расскажите, пожалуйста, насколько вообще важно поддерживать гуманитарные связи с этой страной? Ведь многие считают Киргизию не такой уж и важной для нас. Вот если спросить кого-то там, из молодежи, зачем нам нужна эта Киргизия, вы, может, поспорите с этим мнением? Ну, я бы хотел, наверное, разделить вопрос это на две части, как раз между мной и Андреем. Я, наверное, отвечу по гуманитарной составляющей, а Андрей по социально-экономическому блоку, который в данном случае не менее важен, потому что мы рассматриваем Кыргызстан часто с точки зрения геополитики, проблем безопасности, антитеррора, наркотрафика, но если посмотреть более приземленно, то прежде всего это страна, в которой существует достаточно позитивное восприятие России. Так. Особенно среди среднего и старшего поколения. Это страна, где гуманитарная интеллигенция, она, по сути, русофильская. И где интересы к русской истории, к русскому языку значителен до сих пор, несмотря на то, что с момента распада СССР прошло уже 20 лет. Это страна, где в ведущих вузах страны преподаватели свободно владеют русским языком, и это выпускники и историко-архивного института нынешнего РГГУ, и исторического факультета МГУ, и филологи, и юристы. Но с другой стороны, молодежь не имеет доступа к русской литературе, к русским историческим исследованиям. Они не имеют денег, и факультеты не имеют денег, чтобы отправлять студентов на практики, не только в Россию, но и, допустим, в другие регионы, которые, может быть, были в большей степени досягаемы для, значит, граждан Кыргызстана. Действуют льготы для обучения в российских вузах, но эти квоты, они недостаточны, они не перекрывают весь интерес, который существует в Кыргызстане к обучению в российских вузах. И я видел, да, я думаю, Андрей подтвердит это, что ребята, особенно те, кто приехал с юга Кыргызстана, русский язык знают плохо, хуже, чем в Бишкеке, а бишкекские ребята уже хуже знают его, чем старшее и среднее поколение, которое обучалось в русских школах и имело больше контактов со своими сверстниками из России. Поэтому инициатива РГГУ – это, конечно, большой прорыв с точки зрения инициатив ректорского корпуса помимо русского мира, помимо Россотрудничества, создавать такие центры, кабинеты русской истории. Это не образовательные центры, там не ведется обучение, но там создаются библиотеки русской исторической книги. Это не только книги по истории, это и классика русской литературы, это и современная русская, российская литература. И там будут читаться лекции ведущими преподавателями и РГГУ, ГГУ, и исторического факультета МГУ. Поэтому вопрос в том, что не только Бишкек, как столица Кыргызстана, должна стать центром приложения этих усилий. Мы планируем в конце апреля открыть такие же кабинеты и на юге, в Баткене, Джалалабаде и Оше. Насколько эта инициатива получит дальнейшее распространение, потому что нужно, конечно, и лекции читать, и приглашать туда публичных ученых, историков, политиков с лекциями перед киргизской аудиторией, это уже вопрос не только денег, но и вопрос государственной поддержки этой инициативы. Но все-таки мы надеемся на то, что и в русском мире, и в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества эти инициативы Ефимовича Пивовара будут поддержаны. Андрей, а вы, наверное, осветите нам важность гуманитарных связей между Киргизией и Россией? Ну, что касается Киргизии, значит, я как представитель некоммерческой организации больше интересуюсь поиском проектов, которые имели несколько другое социально-экономическое значение. На самом деле, вот недавно прошло очень хорошее, качественное, опять же, мероприятие, это Российско-Киргизский экономический форум.
Я считаю, что вот за последнее время, то есть после событий в Киргизии прошлого года, наверное, это первое настолько серьезное мероприятие, которое дает определенную надежду. Напомню, что на этом мероприятии приняли участие представители 11 субъектов Федерации, субъектов Федерации из России и представители всех областей, не считая, конечно, руководства страны и так далее. Естественно, этому визиту было уделено очень большое внимание, и с этим визитом связываются определенные надежды. Именно надежды какого-то определенного прорыва в социально-экономическом сотрудничестве между нашими странами. Но, к сожалению, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, заключается в том, что у нас и в России, то есть не отработан до конца механизм этого взаимодействия, конкретного механизма. Потому что, вот на наш взгляд, мы, в общем-то, в Киргизии занимаемся более продолжительное время, достаточно часто там бываем по приглашению наших киргизских друзей. Мы, в общем-то, видим, что на поверхности лежат идеи неких проектов, достаточно не глобальных, они очень, скажем так, с точки зрения бюджета, их финансовые составляющие, они незначимы для масштабов России, но, тем не менее, они имеют очень высокую социальную нагрузку, то есть социальное значение. Речь идет о том, что это вопросы связаны с трудоустройством, занятостью самого населения внутри Киргизии. То есть мы все знаем о проблеме, значит, трудовой миграции, допустим, ее плюсах, минусах. Мы знаем о той помощи, которую оказывает Россия Киргизии, предоставляя свой рынок трудовой рынок. Значит, но мы видим о том, что кроме этого есть еще внутри государства очень большой потенциал для того, чтобы для совместных проектов. Но, на мой взгляд, к этим проектам нужно подходить именно не каким-то линейным мышлением, да, а именно с точки зрения проектной деятельности. Вот сейчас, совместно с нашими друзьями из Киргизии мы готовим некий аналитический документ и, в общем-то, постараемся его к середине апреля закончить и, возможно, опубликовать, где мы бы просто простым языком показали на те вещи, которые, опять же, мы их не изобретаем, они эти вещи известны, но лишний раз, как представители гражданского общества, обратить на их внимание, в том числе и российские власти, о том, что существуют достаточно, на наш взгляд, несложные механизмы укрепления этих отношений двусторонних и наполнения ими абсолютно конкретикой. Потому что, на мой взгляд, форум это хорошо, но когда ожидания от этого форума затягиваются, их реализация затягивается, то эффект от таких, значит, мероприятий достаточно высокого уровня, он сходит на нет и, наоборот, вызывает некую апатию, разочарование, значит, ожиданиями. Рядом структур, которые находятся непосредственно в Киргизии, предлагаются несколько проектов экономических, то есть касающихся сельского хозяйства. Значит, над некоторыми проектами мы фактически работаем уже третий год. С чем мы столкнулись? Если нам время позволит, то просто на маленьких примерах покажу, как можно было бы легко делать и какие препятствия существуют на этом пути. Значит, грубо говоря, у нас в России есть определенные проблемы в сельском хозяйстве. В частности, у нас достаточно слабо развивается животноводство. Значит, государство ставит задачи по развитию животноводства в Российской Федерации, в сельском хозяйстве. Одна из причин, почему сталкиваются с проблемой, это отсутствие качественной кормовой базы. Так вот, в советское время именно Киргизия была поставщиком семян люцерны, например, которые поставлялись в масштабах всего государства, то есть СССР, и кроме того, в масштабах всего Совета экономической взаимопомощи. На сегодняшний момент климатические условия в Киргизии не поменялись. Значит, потребность в качественных семенах, она не только не унизилась, не снизилась, но она и возросла с учетом тех задач, которые стоят именно в России по развитию собственной кормовой базы. С чем мы столкнулись при реализации этого проекта, казалось бы, лежащей на поверхности? Замкнулось в том плане, что предложение проектное, проходя по необходимому бюрократическому кругу, то есть в хорошем понимании бюрократического, то есть понятно, что в каждом государстве есть механизмы принятия решения, и, в общем-то, их реализации. Или, вернее, перед тем, как на государственном уровне будут приняты по этим предложениям определенные положительные решения. Значит, один из проектов касался создания российско-киргизского аграрно-финансовой группы, или какого-то там можно банка там, и так далее.
значит, столкнулись с элементарной вещью, что, в принципе, на всех уровнях получили одобрение. Действительно, есть бизнес-план, есть расчеты, есть понятные вещи, алгоритмы их решений и так далее. За исключением одного, это определенный круг российского чиновничества, к сожалению, аппарата, который тормознул эту проблему на одной простой причине. Предприимчивый чиновник, который, к сожалению, наверное, будучи чиновником, имеет свои аффилированные коммерческие структуры, понял замысел этого, значит, проекта в том плане, который свел всего лишь к элементарной формуле. В Киргизии можно купить дешево, а в России через свои коммерческие структуры перепродать в несколько раз дороже. То есть, в принципе, рушится принцип прямой связи между производителем и, значит, конечным потребителем. Вот одна тема, которой мы сейчас тоже занимаемся. Естественно, ни в коем случае нет желания называть фамилии конкретные, но в принципе, они так это известно, и, в общем-то, это уже другая тема для разговора.